Всем привет! Вы на моем канале Paranormal Gothic. Это один из самых страшных каналов о призраках и загадочных существах. В этом выпуске мы посмотрим на видео и фотоматериалы про снежного человека. Также рассмотрим материал, сделанный спелеологом в конце 18 века. У меня подкопилось много интересных и пугающих материалов для выпусков. Так что смотрим Готика iTube, поддерживаем активность канала и самое важное, мотивируем автора на новые видео. Спасибо. В 1895 году спелеолог, любитель и фотограф по имени Уоррен Джефферс отправляется исследовать часть большой пещеры в юго-западной Вирджинии, тогда еще не нанесенная на карту. В эти времена Уоррен проводил тесты на сверхвыдержку камеры в полной темноте. В так называемой пещерной темноте. Он гасил фонарь, а затем открывал объектив своей самодельной коробчатой камеры до тех пор, пока мог выдержать темноту. И в один из таких моментов произошло нечто необъяснимое. Оператор стоял на ровной поверхности и услышал, как что-то приближается из глубины пещеры. Забросив свой эксперимент, Джеффрис включил вспышку Blitzlight. Согласно отчету, который он позже передал местной газете, Джеффрис увидел 3 гуманоидных существ, уставившихся на него из темноты, и бросился бежать в другом направлении и не остановился, пока не оказался на поверхности. Несколько дней спустя он вернулся с 3 другими мужчинами, чтобы забрать свою камеру. Это изображение, которое было заснято на пленку. Во многих англоязычных источниках эту статью назвали «Семья Йети». Возможно, так и есть. А вы что думаете про это? Что немаловажно, в отчете Уоррен Джефферс не говорил, что расслышал их голоса, только звуки приближения. А это значит, что скорее всего эти существа живые, нежели какие-то призрачные. Также стоит обратить внимание на их горящие в темноте глаза и на руку одного из них. Она будто угрожающе поднята. Возможно, существо хотело бросить камень в Уоррена. Номер 5. В сентябре 2015 года пользователь Facebook и YouTube Petro062 выложил в социальных сетях интересный кадр, где, по его мнению, запечатлен детеныш Йети. Эта дорога находится неподалеку от так называемого Лосиного озера. Если пойти дальше этого озера, то там начинаются дикие леса. Там практически людей не бывает. Автор показал около 10 кадров из фотоловушки, и на одном из них попалось нечто странное. На этом кадре через дорогу проходит медведь. Машина ночью. Мужчина с телефоном. Опять машина. Еще люди. И вот, справа, прямо у самой трассы появилось нечто странное. По мнению автора, это может быть детеныш Бигфута. Если приглядеться, и вправду похоже на волосатое человекоподобное существо. Если сравнить с людьми, которые были в кадре, то примерно рост метр с лишним. Нет кадров его приближения, оно будто появилось из ниоткуда и через 10 секунд исчезло. Темное, вроде как волосатое, но Бигфут ли это? Его появление похоже на появление призрачных существ. А если вы считаете, что в кадре нет ничего мистического, то напишите вашу версию, что это может быть.